Друзья, всем привет! Ну что, сегодня мы сэкономим вашему отделу продаж, вашему отделу закупок, возможно, даже юридическому отделу несколько часов работы в неделю. Тем, что мы автоматизируем создание договоров из шаблонов, которые мы сами задаем, с помощью искусственного интеллекта. Классический пример: мы о чем-то договорились с нашими заказчиками, все наши договоренности содержатся в письме, и мы хотим сформировать КП, коммерческое предложение, для того, чтобы финализировать нашу дискуссию. Например, это может работать так. Так, мы только что зафиналились с Иваном Дмитриевичем по поводу покупки лицензии на SendForSign. Знаешь, что сделай? Найди сейчас мое последнее письмо с ним. Там все условия наши проговорены, на основе чего мы предоставляем доступ в SendForSign. И сделай мне коммерческое предложение. Обязательно воспользуйся шаблоном моим, да, то есть не выдумывай сам. Вот. И все условия попробуй в виде таблицы мне сделать, чтобы слева были все услуги, которые мы оказываем, ну а справа стоимость этих услуг. Спасибо. Так, сейчас мы видим, как исполняется наш запрос, да, который был создан через голос. Давайте тем временем, пока мы ждем выполнения нашего запроса, посмотрим на письмо. То есть у нас тут есть какое-то примерное письмо, где мы проговорили доступы в SendForSign, да, то есть мы продаем информационные продукты, да, то есть стоимость лицензии 15 тысяч будет, там будет 50 тысяч API-запросов, ну то есть довольно сложная терминология, и мы все знаем, насколько тяжело бывает разобраться в нюансах для того, чтобы составить какой-то финальный документ, в частности, коммерческое предложение, для того, чтобы выслать его окончательно к нашему клиенту. Что происходит сейчас? Сейчас система работает с нашим имейлом, то есть мы сейчас ищем с помощью искусственного интеллекта нужный нам имейл, да, так как мы уже сказали, с кем мы создаем контракт, система отрабатывает эту историю, ищет конкретные условия для того, чтобы сформировать финальный документ и отдать нам сразу же ссылку. Так, смотрите, только что нам прилетело сообщение от нашего агента. Контракт был создан на основе шаблона коммерческое предложение. И даже здесь есть кнопка «Предпросмотр контракта». Давайте его попробуем открыть. Так, давайте смотреть на наше коммерческое предложение. Так, смотрите, дата 31 августа, клиент Иван Дмитриевич. Смотрите, описание услуг, нюанс, программное обеспечение, SendForSign лицензия, $15 000, да, 50 тысяч API-колов, 12 месяцев, и общая сумма договора $20 000. Если мы посмотрим на изначальные наши условия, это ровно то, о чем мы договаривались в письме. Каким образом это только что произошло ровно за 1 минуту. Для того, чтобы повторить такой же флоу, нам понадобится автоматизация на N8N и сервис, который называется SendForSign для автоматизации документа оборота. Ну что, давайте приступать к его построению. Друзья, но прежде чем мы начнем, обязательно поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать видео в будущем, и это, в принципе, очень сильно помогает его продвижению. Все автоматизации, которые мы строим, как всегда, будут представлены в моем бесплатном телеграм-канале. А если вы развиваетесь в сфере искусственного интеллекта и хотите быть в среде таких же энтузиастов, как и вы, получать уникальные технические знания и автоматизации, готовые к использованию в вашем бизнесе, то обязательно подписывайтесь на нашу про-группу. Там часто бывают усложненные версии автоматизации, которые реально используются в бизнесах участниками нашего сообщества. Ну что, давайте строить нашу автоматизацию. Итак, первым делом мы добавляем Telegram триггер, то есть мы здесь выбираем Telegram, добавляем триггер onMessage и сразу же добавляем следующую ноду, которая называется Switch. Вот она так называется прямо в сайдбаре. И здесь прописываем условия. Условие заключается в том, что мы можем делать ветки в зависимости от того, что мы получаем в Телеграме. Либо это голос, либо это текстовое сообщение. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если мы запустим выполнение нашего workflow и запишем какой-то голос, 1, 2, 3, отправим его, то мы увидим, что нам придет поле voice, у которого будет mime type, аудио, да, и будет некоторый файл ID. Это значит, что мы можем завязаться на наличие этого файла ID, если он присутствует, то есть exists, тогда мы идем по веточке голос. Если не присутствует, тогда мы идем по веточке текст. Давайте сразу добавим 2 ноды. Первая нода getIFile, то есть мы идем в Telegram, и здесь пишем getIFile. Мы хотим скачать голос, который только что получили, как аудиофайл. И следом сразу же добавляем ноду от OpenAI с ресурсом аудио, в который будем скармливать поле data. Давайте попробуем выполнить наш шаг. Мы видим, что нода getIFile сначала скачивает файл, аудиофайл, и теперь эта нода может его взять и транскрибировать. Мы видим, что здесь 1, 2, 3. Это именно тот текст, который я только что рассказал. Давайте теперь автоматизируем случай с текстом. Нам понадобится поле Edit Fields. Оно ищется прямо под этим названием Edit Fields. И мы здесь хотим создать поле текст, в который будем класть тот самый текст, который мы только что получили из Telegram. Напомню, это именно случай, когда мы что-то написали в нашего Telegram-бота. Давайте добавим такую сложную ноду, которая называется код.
То есть вот она так и называется. И сюда заведем обе ветки, голосовую ветку и текстовую ветку. Здесь мы напишем простейший скрипт. Мы хотим вернуть JSON, где в тексте будет все, что придет к нам в поле текст, и чат ID будет забран из Telegram триггера как чат ID. Это значит, что вне зависимости от того, делали мы транскрибацию текста или сразу получили прямой текст, он у нас упадет в поле текст. Отлично, нам это и нужно. Дальше мы добавляем ноду AI Agent, вот она так и называется, и сюда просто складываем тот самый текст, который мы получили с предыдущей ноды. Конечно же, мы хотим добавить сюда нейронку, пускай это будет опять же нейронка от OpenAI, и мы захотим добавить сюда два тула. Вы помните, в нашем примере мы воспользовались поиском по нашему имейлу. Сначала мы возвращаем все имейлы, их сниппеты вернее, а дальше мы ищем конкретный имейл для того, чтобы вернуть полный его контент. Каким образом это делается? В N8N есть две отдельных ноды, давайте на них посмотрим. Одна называется Gmail, другая называется Gmail Tool. Так как мы работаем с агентом, мы хотим использовать Gmail Tool, добавляем ее, подключаем tool агента к ней. Дальше мы ее переименуем Get All Messages и дальше внимательно пройдем по ее описанию. Tool Description пускай будет автоматический. Ресурсы, сообщения. Мы хотим получить get many, да, то есть много сообщений. И дальше мы, даже не мудрствуя лукаво, предоставляем AI, то есть нажимаем вот эту кнопочку, самому определять, сколько сообщений следует вернуть, и также самому определять, следует ли упрощать наш output. Вот эта штука довольно важная. Что произойдет, если вы, например, не укажете Simplify? Это значит, что вот эта нода вернет вам вообще все сообщения, которые найдет в полном их объеме. То есть это огромный массив информации. Но вот это поле Simplify позволяет возвращать не полностью все сообщения, а только их сниппеты. Это значит, что у нас будут короткие вырезки этих сообщений, и мы сможем потом передать их в следующий тул для того, чтобы потом уже найти по ID-шнику нужное нам сообщение и уже потом вернуть полностью его, не сокращая. Это очень сильно экономит нам ресурсы нашей нейронки, время на обработку сообщений и вообще очень полезно. Поэтому оставляем все как есть. Но базовый вопрос, а каким образом мы коннектим себе Gmail аккаунт? Мы это делали уже несколько раз. Вот здесь посмотрите, каким образом коннектятся другие сервисы Гугла. То есть мы там коннектили G-Drive, мы там коннектили Google Docs, Google Sheets. Делайте все то же самое, Gmail будет абсолютно похожий процесс. И если не разберетесь, то опять же у нас в прогруппе есть отдельно лежащие туториалы на коннекты разных инструментов и внешних сервисов и получение кредов для них. Так что там можете поискать. Так мы только что подсоединили нашу ноду, которую назвали Get All Messages, и нам нужна еще одна нода. Это та же самая нода, Gmail Tool, только с другими настройками. Во-первых, ресурс message, но теперь operation get. И дальше, когда мы убираем operation get, нам предоставляется выбрать message ID. В чем ключ? Message ID мы заранее не знаем. Но тот факт, что у нас сначала будет работать нода get all messages, которая вернет нам все упрощенные сообщения из нашего Gmail, этот факт даст возможность нейронке нужное сообщение, которое соответствует нашему промпту, найти, забрать message ID этого сообщения и вставить сюда автоматически. Поэтому здесь мы также оставляем опцию определять автоматически моделью, и здесь обязательно убираем поле Simplify. Потому что если мы его оставим активным, то нам вернется упрощенное сообщение, а не целиком. То есть там в сниппет может попасть только первая часть сообщения. А нам критически важно, чтобы возвращались полностью сообщения. Так, и дальше нам понадобится нода, которая будет создавать нам сами договоры из шаблонов. Но прежде чем мы добавим эту ноду, давайте постучимся на сайт send4sign.com и заберем отсюда нужные нам креды. Этот продукт мы уже использовали в наших предыдущих видео. Посмотрите вот тут. И интересен нам он тем, что если мы откроем документацию, то здесь есть прекрасная возможность обычным языком задавать некоторые вопросы, некоторые задачи этому сервису, и он будет выполнять эти задачи, получая просто обычные человеческие команды. Для того, чтобы эта штука работала, нам нужно получить наш API-ключ, клиентский ключ и секретный ключ. И все эти три ключа мы можем найти в нашем дашборде Send4Sign, поэтому идем в Send4Sign, нажимаем здесь Get Started. Если вы логинитесь в первый раз, вы создадите себе аккаунт, возможно, пройдете даже небольшое обучение, но мы сразу все это пропускаем, идем на вкладочку API-ключи, раскрываем ее. И здесь, смотрите, у нас есть API-ключ, то есть мы здесь нажимаем кнопочку «Копировать», потом есть секрет, да, также «Копировать», и вот он, наш клиентский ключ, все они рядом лежат. Что мы с этими тремя ключами делаем? Мы возвращаемся в N8N, добавляем ноду HTTP request, нажимаем import from curl, возвращаемся в нашу документацию, забираем пример
вставляем сюда и нажимаем «Импортировать». И смотрите, у нас сразу же проставился нужный нам URL, куда мы будем слать наши запросы. И здесь как раз есть три поля. Xenforsign Key, да, уберем ее, клиентский ключ и секретный ключ. Как раз все эти три ключа мы по очереди забираем отсюда, вставляем вот сюда. И также настраиваем тело запроса. Сюда мы просто вписываем в value JSON output, потому что мы знаем, что предыдущая нода отдает нам всю свою информацию в аутпуте. Отлично, мы готовы, но чтобы продолжить, давайте поговорим про системный промпт для нашего агента. Мы только что выяснили, что системе достаточно просто какое-то словесное описание того, что мы хотим сделать. Она умеет создавать контракты в свободном формате. Обязательно нужно указывать, что создай контракт в свободном формате. Но нас сегодня интересует создание контрактов из темплейтов. То есть мы прямо будем говорить словами «создай из темплейта такого-то нам контракт». И в принципе этого достаточно для того, чтобы система уже начала работать. Давайте тогда позаботимся о том, чтобы она всегда получала инструкцию, то есть создай что-то из темплейта или создай что-то в свободной форме. Поэтому мы пишем такое. Если пользователь просит найти письмо, то используй тулы get all messages, да, чтобы получить все имейлы, а потом уже используй тул get specific message, да, для того, чтобы определить конкретное сообщение и вернуть весь его контент. И тогда просто в обычной форме укажи, какой контракт создаем, да, используем ли шаблон или свободную форму, и верни контент этого письма без изменений. Потом имя клиента, имейл клиента и все, что понадобится для последующего составления контракта. Ну а если, соответственно, мы не просим ковыряться у нас в Gmail, да, то просто прокидываем дальше сам промпт пользователя. Так, ну кажется, этого уже достаточно, чтобы что-то попробовать сделать. Но мы знаем, что мы-то будем просить что-то создать из шаблона, да, поэтому нам нужно предварительно создать какой-то шаблон. Здесь в системе это делается мега просто, да, то есть мы идем на вкладочку «Шаблоны». Здесь у меня уже есть какие-то шаблоны, но давайте создадим новые для того, чтобы был порядок. Мы здесь нажимаем Add Template, выбираем From Scratch, то есть с нуля. Давайте назовем его «Коммерческое предложение». Да, дальше. И вот у нас самый простой редактор. Я вот буквально за 1 минуту накидал какое-то мега простое коммерческое предложение. Секрет в том, что у вас может быть ваше коммерческое предложение. Я сюда, наверное, захочу вставить какую-то картинку. Так, давайте вставим меня, удрученно читающего, шаблоны, просто для примера. У вас будет, например, ваш бренд какой-нибудь, да? И смотрите, здесь мы напишем коммерческое предложение, дата, клиент и какое-то описание услуг. Мы же заранее не знаем, да, какие услуги мы будем продавать клиентам, поэтому мы сделаем несколько плейсхолдеров. Вот я добавил сразу 3 плейсхолдера. Так, давайте я первый назову дата, второй я назову имя клиента и третий я назову условия. Так как я имею отношение к этому сервису, я знаю некоторые лайфхаки, я знаю, что система умеет создавать динамические таблицы. Мы сейчас с вами посмотрим, как это работает, это мега круто работает. Поэтому я назову placeholder условия и тут прямо и напишу таблица. Потому что не мы же будем с этим работать, а нейронка. Давайте скажем, что а вдруг это таблица. Так, дату. Нажали сюда курсором, нажали «Вставить», клиент нажали «Вставить», описание услуг нажали «Вставить». На самом деле все. То есть, что мы хотим? Мы хотим, чтобы вся обвязка, да, весь умолчательный текст всегда оставался нашим, а нейронка работала только с выделенными местами, которые мы сами определили. Все остальное останется нетронутым. Так, возвращаемся сюда. Давайте попробуем задать какой-нибудь простой вопрос. Ведь мы-то знаем, что нейронка не обязательно должна нам создавать что-то. Например, мы можем спросить вот такой вопрос. Привет, слушай, хотел бы создать контракт из моих шаблонов. Какие у меня вообще там шаблоны есть? Так, запускаем. Давайте смотрим, что происходит. Так, транскрибируем текст. Так, нейронка, видите, не полезла, потому что мы не просили, да? Пошли в Send4Sign, что-то он нам должен в ближайшее время ответить. Так, нейронка нам что-то ответила, но мы же неудобно читать. Давайте сразу добавим вывод, что конкретно она нам отвечает. Добавляем ноду SendMessage. Сюда прокидываем JSON output, да, и в чат ID. Давайте посмотрим, что нам вернет. Так, вот список доступных шаблонов. Здесь масса моих шаблонов, июльский шаблон, коммерческое предложение, даже ключ этих шаблонов, КПшка, инвойс, соглашение о конфиденциальности. То есть все мои шаблоны, мы только что убедились, что она знает про эти шаблоны, и здесь содержится коммерческое предложение, которое мы только что создавали. Так, давайте несколько доработаем этот output, потому что это на самом деле реально важная штука. Если мы почитаем спецификацию, то мы увидим, что наша система может возвращать и ключ контракта, да, то есть некоторый его уникальный идентификатор,
и некоторые URL для превью. Это мега крутая штука. То есть система вам загенерирует временный URL на 30 минут для того, чтобы вы даже не переживали, там, не переходили обратно в SendForSign, а могли прямо из Телеграма открыть этот контракт по вашей персонализированной ссылочке, которая живет только 30 минут, сделать какие-то изменения с этим контрактом, скачать его потом или дальше отправить уже на подписание или на согласование. Но мы видим, что вот эта штука вернется только в том случае, если мы просили создавать контракт. Соответственно, например, на вопрос «покажи мне мои шаблоны», контракт не создавался, поэтому система не будет возвращать этот URL. Давайте добавим эту развилку. Если URL есть, тогда покажи нам кнопочку. Если URL нету, тогда кнопочки для открытия контракта нам не нужно. Это делается просто. Да, сначала мы добавим развилочку if, и здесь мы прямо будем определять, если есть поле JSON Contract Preview URL, да, по документации, вот оно прямо вот так и выглядит. Если оно есть, тогда мы идем по верхней веточке. И в этой веточке мы хотим вернуть и весь ответ от нейронки, непосредственно кнопочку для открытия этого URL. Давайте назовем ее как-то по-русски. Открыть контракт. Ну а если такого поля нету, тогда мы просто вернем ответ от URL, как только что и делали. Так, давайте тут соединяем. Кажется, что все у нас работает. Так, я только что подготовил новое письмо. Так, мы договоримся с Elbrus Technology. Так, общая стоимость лицензии будет так 18 плюс 3, 21 тысяча. Мы подключаемся к CRM-кам, да, мы подключаемся к ERP-шкам. Ну, то есть довольно много нюансов, которые нужно учесть. Давайте посмотрим, сможет ли справиться наша система с тем, чтобы подготовить КП по этому письму. Возвращаемся в нашу автоматизацию, запускаем ее и говорим. Так, смотри, мы только что зафиналились с Elbrus Technology, да, смотри, там много нюансов. Мне нужно, чтобы ты взял шаблон, коммерческое предложение, и составил мне новый документ, да, новое КП на основе этого шаблона. Все нюансы обязательно уточняй в письме, ничего сам не выдумывай, да, все должно быть отмечено. Все нюансы должны быть, все условия помещены в таблицу, да, сделай максимально подробной эту таблицу, максимально понятной. Дату поставь активную 15 сентября 2025 года, вот, и добавь подписанта, то есть тот человек из письма, он должен быть еще и подписантом в этом контракте. Ну, давай, спасибо. Ну что, мы явно что-то очень нескладно и очень сумбурно проговорили. Да, сейчас идет транскрибация. Так, мы видим, что уже SendForSign готовит нам, но давайте обратим внимание, каким образом взаимодействовала система с нашим имейлом. Обратите внимание, что сначала навернуло очень-очень много записей, но обратите внимание, как выглядят письма. Да? Кстати, только что все завершилось, сейчас пойдем смотреть. Возвращаются сниппеты для того, чтобы экономить ресурсы нашей нейронки. Не полный имейл, потому что полных имейлов могло быть очень много. Но после того, как этот тул отработал, обратите внимание, каким образом отработал тул, который называется getSpecificMessage. Мы видим, что здесь вернулся именно текст всего сообщения, который нам нужен. И обратите внимание, что subject именно новое предложение для ООО Elbrus Technology. То есть мы видим именно то письмо, которое мы должны были найти, оно было найдено нейронкой. Так, возвращаемся сюда. Видим, что у нас тут есть кнопочка «Открыть контракт», потому что SendForSign вернул поле Preview URL. Ну что, давайте открывать этот контракт. Так, смотрим. Дата 15 сентября 25. Павел Петрович. А ведь второе сообщение мы именно с Павлом Петровичем общались. Обратите внимание, сколько было всяких договоренностей. Смотрим. Категория, то есть нейронка сама нам создала таблицу. Параметры и условия. Обратите внимание. 18 тысяч, 75 тысяч колов, 10 активных пользователей. Включено $500 в год за каждого последующего. Приоритетная поддержка $3000. Приоритетная поддержка $3000. Подключение к CRM HubSpot Salesforce. Обратите внимание, интеграции и доп. Опции. Подключение к CRM HubSpot Salesforce. То есть все, что мы хотели и о чем мы договорились в этом письме, содержится в этом КП. И обратите внимание, что все это создано на основе маленького шаблона, где нейронка заменила только конкретные поля, которые мы попросили ее заменять. Под прошлым видео несколько людей писало, что все это хорошо, но законы Российской Федерации чуть строже, да, здесь нужно соблюдать много нюансов, секьюрность данных, быть в контуре страны. Поэтому я хочу отметить, что сейчас команда SendForSign работает над локализацией этого продукта для того, чтобы он полностью соответствовал строгим правилам.
Поэтому, если вам понравится эта технология, которую вы можете уже использовать на наших англоязычных ресурсах, и хотите быть ранним пользователем на специальных льготных условиях уже в СНГ и в Российской Федерации, я оставлю контакт в описании. Напишите туда, и вы сможете обсудить с командой условия для использования локализованной версии. Там очень много чего готовится, я-то знаю. Но этот контракт остается редактируемый, да, если вы хотите что-то добавить в него, вы всегда можете прямо в этом превью добавить. Также сюда всегда можно добавить поля для подписывания, имейлы, даты подписания, в том числе вы можете все это добавлять непосредственно даже в таблице. То есть контракт полностью редактируемый, и даже сюда уже добавлен реципиент, потому что система поняла, с кем вы общались, добавила его прямо в контракт. То есть это реально может экономить десятки часов в неделю для ваших команд. Как я обещал, вот эта автоматизация кладется в наш бесплатный телеграм-канал, обязательно забирайте ее, пробуйте. А если вы хотите развиваться в сфере искусственного интеллекта, получать про-знания и про автоматизации, то подписывайтесь на нашу платную про-группу, она тоже очень крутая. Всем пока и до встречи!